К 2 яйцам добавляем 200 грамм сахара, 100 грамм обычной муки. И деревянной лопаточкой хорошенько все это перемешаем. Все перемешано. Теперь добавляем цедру от 1 апельсина. Конечно же, апельсин нужно хорошенько помыть перед тем, как использовать. Хотите, можете вместо апельсина добавить лимон. Или можете совсем ничего не добавлять. Перемешаем слегка. Здесь у меня 500 мл подогретого горячего молока. И теперь добавляем примерно 100-150 мл на глаз. Если чуть больше или чуть меньше, ничего страшного. Добавили и хорошенько это все перемешали. Как вы видите, все хорошенько перемешано. И теперь добавляем оставшееся молоко. Здесь у меня было 500 мл молока. Молоко горячее, еще раз напоминаю. Все перемешали. Теперь переливаем эту смесь в кастрюлю и варим. Варим этот крем на среднем огне при постоянном помешивании. Обязательно постоянно помешивайте. При появлении первых пузырьков в креме и загустении сразу же убирайте с огня. Значит, ваш крем готов. Постепенно крем начинает загустевать. А вы продолжайте, пожалуйста, помешивать. Ни в коем случае не останавливайтесь. Как вы видите, крем гуще и гуще становится. Уже совсем скоро он будет готов. И мы уберем с огня. Видите, какой он густой стал? Посмотрите, он булькнул. Все, значит, крем готов. Убираем с огня. Когда крем уже готов, под конец добавляем сливочное масло по вашему вкусу. Примерно 30-50 грамм. У меня здесь 40 грамм. И ванилин по вкусу. Все хорошенько перемешаем, и на этом все. Очень вам рекомендую перенести крем в стеклянную посуду. Пока крем горячий, обязательно накрываем пленкой наш крем. Вот так вот прям придавливаем, чтобы крем не образовал корочку. И теперь дожидаемся, пока крем остынет. Подписались на наш канал?